Ne? Yoğunlaşmış. Biraz daha gayret kızım. Hadi kızım biraz daha gayret. Что будет в новой серии сериала «Елы Чапкины»? Увидим ли мы беременность Сейран? Будет ли у Сейфера совместный бренд? Когда родится ребенок Сейрана и Ферита? Назовут ли Сейран и Ферит своего ребенка Фуад? А ответ на самые любопытные вопросы, которые вы задавали в комментариях. Все это и многое другое в этом видео. Рекомендую внимательно посмотреть это видео до конца, чтобы не упустить ни одной детали. Прежде чем мы начнем наше видео, те, кто хочет, чтобы у Ферит и Сейрана родился ребенок, не забудьте поставить лайк нашему видео, чтобы мы могли узнать свой номер. Во-первых, хотя любовь Сейрана и Ферита в сериале «Елы Чапкины» продолжала расти, с другой стороны, благодаря рисункам Сейфера Карханы, в последнюю минуту были спасены от затопления. На самом деле, благодаря рисункам Сейрана и Ферита мы пойдем еще дальше и проследим за приключением бренда Каурхан, чтобы стать звездой, а не спасти себя от краха. Другими словами, сценарий розыгрыша Сейфера, которого мы ждали с прошлого сезона, наконец-то был представлен, и с этим сценарием произойдет много неожиданных событий. Прежде всего, Сейран и Ферит примут меры, чтобы продвинуть этот вопрос с рисованием немного дальше после того, как они спасут Карханы от затопления. Таким образом, мы сможем увидеть собственные общие бренды Сейрана и Ферита, о которых мы упоминали в нашем летнем анализе. Другими словами, по мере того, как рисунки Сейрана и Ферита будут становиться все более популярными, им будет предложено открыть свой совместный бренд. Таким образом, помимо бренда Каурхан, мы станем свидетелями создания собственного бренда Сейфр. Это означает, что отныне Ферит и Сейран будут владельцами собственного бизнеса, независимыми от всех остальных. Таким образом, если сценарий будет развиваться в этом направлении, мы вскоре увидим общие бренды Сейрана и Ферита. Собственно, подробности на эту тему начнут даваться в новых главах. Как вы думаете, увидим ли мы совместный бренд Сейфера? Пожалуйста, не забудьте написать свои прогнозы на эту тему в комментариях. Вы женщина и источник сил. Но иногда нам всем нужно сделать перерыв и сделать что-то для себя, не так ли? Именно поэтому мы подготовили электронную книгу «Приобретаем здоровые привычки за 21 день. Программа изменений для женщин, для тебя». Не пренебрегайте собой, добавьте в свою жизнь элегантности, энергии и счастья. Это руководство, полное здорового питания, простых упражнений и советов, которые вас мотивируют, поможет вам начать новую жизнь. Получите его сейчас со скидкой, получите мгновенный доступ к нему с помощью кнопки загрузки и начните обмен. Потому что ты этого стоишь. Поговорим о беременности Сейран. Сейран и Ферит снова встретились спустя 2 года. Для Сейрана и Ферита, которые на этот раз сильнее, чем до этого, вскоре начнут происходить ожидаемые сюрпризы. После того, как из них вышел третий человек, Сейран и Ферит снова вывели на свет любовь, которую они похоронили в своих сердцах. Теперь пришло время увидеть первые плоды этой любви. Хотя Сейран и Ферит больше не были неразлучны, как из-за своих рисунков, так и из-за отсутствия давления со стороны семей, они начали сближаться все больше. Можно сказать, что романтические сцены приближаются для Сейфер, между которой уже нет никаких преград. Нам начнут поступать сигналы о том, что мы увидим детей Сейрана и Ферита, которые в скором времени снова поженятся.
Таким образом, я думаю, что признаки беременности у Сейрана мы постепенно увидим сразу после этого свадебного события. В январе мы можем даже услышать новость о том, что Сейран беременна, как большой сюрприз. Таким образом, после Нового года мы увидим, что Сейран и Ферит примут новые решения для своих малышей. Так что не волнуйтесь, у Сейфер обязательно будут дети. На самом деле, я думаю, их первым ребенком будет мальчик. Чтобы они могли назвать своего малыша Фуад. Не спрашивайте, откуда вы это знаете. Потому что нам показали две важные подсказки по этому вопросу. Первой подсказки персонаж Фуад вернулся в сериал. Хоть Ферит и мечтал об этом, возвращение Фуата всех удивило. Думаю, одна из причин возвращения Фуата будет связана с ребенком Сейфера. Таким образом, Ферит и Сейран назовут своего первого ребенка Фуатом, чтобы снова сохранить жизнь Фуату, которого они считают жертвой своей любви. Вторая подсказка по этому поводу заключается в том, что несколько эпизодов назад, когда Архан и Битюль узнали пол своих детей, они при всех заявили, что назовут своего ребенка Фуат. Хоть Ферит и Гульгун очень на это отреагировали, ребенка все равно не назовут Фуат. Потому что отцом этого ребенка является Тайфун, а не Архан. По этой причине, когда истинное лицо Битюль откроется, Арханы не усыновят и этого ребенка. Таким образом, поскольку имя Бэби Фуат останется вакантным, Сейран и Ферит назовут этого малыша своим первенцем. На самом деле, я думаю, что идея назвать ребенка Битюль и Архана Фуатом на самом деле была отсылкой к тому факту, что ребенка Сейрана и Ферита назовут этим именем. Итак, малышку Фуат назовут первым ребенком Ферита и Сейрана. Короче говоря, у Сейрана и Ферита родятся девочка и мальчик, как и в реальной истории. Мальчика назовут Фуат. Наконец, не забудьте написать в разделе комментариев свои вопросы, на которые вы хотели бы, чтобы я ответил в нашем следующем аналитическом видео. Итак, на эти вопросы я подробно отвечу в следующем видео. Итак, вы хотите, чтобы у Сейрана и Ферита родился ребенок? Пожалуйста, не забудьте написать свое мнение по этому поводу в комментариях. Наконец, те, кто любит сериал «Елы Чапкины», не должны забыть посмотреть сериал на Star TV. Чтобы не пропустить последние новости и события серии Kingfisher, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Увидимся в следующих видео.